Наша задача – сделать общение между мирами будничным. Пора поставить общение с нами, учителями человечества, на новую основу сотрудничества и взаимопомощи. Мы приходим к вам не для того, чтобы напрасно тратить время на чтение наших посланий. Мы приходим к вам, чтобы вдохновить вас на осуществление дел на физическом плане. Все ваши обычные дела должны быть поставлены на новую почву и делаться в соответствии с божественными принципами. Каждый может стать последователем учения вознесенных владык. Для этого вам необходимо лишь проводить в вашу жизнь божественные принципы и нравственные нормы поведения, которым мы вас обучаем. Вам необходимо сместить акценты вашей обычной жизни и все дела делать под новым углом зрения, служение общему благу, делу владык, эволюциям планеты Земля. Все, что необходимо, вам дано. Теперь за вами очередь. Покажите нам, что вы усвоили наше учение. Покажите нам, что вы способны делать на физическом плане, руководствуясь нашим учением. Поэтому думайте о том, как вы можете делать наши дела сообща. Вам необходима наша помощь? Обращайтесь к нам с письмами. Вам необходима наша подсказка? Обращайтесь к нам, и вы получите подсказку в ваших сердцах. Мы никогда не медлим с нашей помощью. Весь вопрос заключается в том, чтобы вы смогли выдержать наши энергии, которые мы даем для осуществления дел на физическом плане. Я предупреждаю вас, прежде чем вы берете на себя обязательство делать дела владык, пожалуйста, 1000 раз все взвесьте, потому что мы даем вам энергию, и если вы неправильно распорядитесь даваемой вам энергией, направите ее на осуществление ваших личных дел, то вся неверно использованная вами энергия в этом случае квалифицируется как карма невыполнения обязательств перед Богом и владыками, иначе как карма предательства. А вы знаете, что этот вид кармы наиболее трудно отрабатывается и сопровождается очень большим осложнением не только в этой жизни, но и в ряде следующих жизней. Однако в том случае, если вы делаете наши дела бескорыстно, от чистого сердца, то вы тем самым зарабатываете огромную благую карму, которая позволит вам в будущем еще с большим успехом выполнять наши поручения. Бог требует вас целиком. Вся ваша жизнь должна быть подчинена божественному служению. Однако слишком мало среди вас индивидуумов, которые покончили счеты со своей личной кармой и родовой кармой. Поэтому у вас остались кармические долги в виде заботы о ваших близких, детях, родителях, обо всех, с кем вы связаны кармически. Вот здесь вы должны найти разумный баланс между той энергией, которую вы будете тратить на дела владык, и той энергией, которую вы будете направлять на заботу о вашей семье и кармически связанных с вами людей. Это нелегкая задача, однако от ее успешного решения зависит ваше будущее. Спасибо вам всем, кто поддерживает выполнение наших планов на физическом плане и берет на себя бремя по выполнению наших задач. Я есмь Эльмория.